Этот белый медведь был на грани смерти, но когда человек решил помочь, случилось то, чего никто не ожидал. Солнечным апрельским днем в отдаленной деревне Камчатского района произошло необычное событие. На побережье появился дикий белый медведь. Местные жители были поражены, никто раньше не видел здесь таких животных, ведь их естественная среда – Арктика, находящаяся за сотни километров. Позже специалисты предположили, что медведь оказался здесь случайно. Во время охоты льдина, на которой он находился, откололась и унесла его в открытое море. Животное не смогло вернуться на сушу и оказалось в долгом дрейфе. Дни сменялись неделями, а вокруг была лишь холодная вода и редкие льдины. Все это время медведю приходилось бороться за выживание, тратя последние силы. Спустя время он прибыл в незнакомую местность, примерно в 700 километрах от дома. Оказавшись на берегу, он был истощен и голоден. Климат здесь был значительно теплее, а привычной пищи почти не было. Сначала медведь держался подальше от людей, осторожно прислушиваясь к звукам деревни, но голод и усталость заставили его приблизиться. Он подошел к одному из зданий, не понимая, что это полицейский участок, и лег рядом, выглядя слабым и беспомощным. Его вид тронул даже самых осторожных наблюдателей. В нем уже почти не осталось той силы, которой славятся эти хищники. Местная полиция быстро узнала о необычном госте. Сотрудники осторожно приблизились и обнаружили, что это молодой белый медведь. Несмотря на страх, они заметили, что животное не проявляет агрессии. Более того, вскоре стало ясно – медведь ранен. Его передняя лапа была серьезно повреждена. Полицейские вызвали специалистов по охране дикой природы. Те прибыли, обработали рану и обеспечили медведю покой. Жители деревни начали называть его Умкой. Он быстро стал местной знаменитостью. Люди приносили ему рыбу и другие угощения, хотя ел он мало. Многие приходили просто посмотреть на него, но старались держаться на безопасном расстоянии. Было видно, что медведь тоскует по своему дому. Несмотря на заботу людей, он часто смотрел в сторону моря, словно пытаясь понять, как вернуться обратно. Эксперты внимательно наблюдали за Умкой и вскоре пришли к выводу, он не сможет выжить в таких условиях. Необходимо было вернуть его в естественную среду обитания. Однако сделать это было непросто. Медведь был дезориентирован, а путь обратно слишком опасен. Специалисты объяснили, что подобные случаи происходят нередко. Белых медведей уносят на льдинах, и многие из них погибают. Но на этот раз люди решили не оставаться в стороне и сделать все возможное для спасения животного. Новость быстро распространилась, и было принято решение организовать спасательную операцию. Для этого выделили вертолет и изготовили специальную транспортную клетку, рассчитанную на крупного хищника. Через 8 дней после появления медведя началась операция. Умку временно усыпили, поместили в клетку и погрузили в вертолет. Жители провожали его аплодисментами, надеясь, что он благополучно вернется домой. Во время полета произошло неожиданное. Медведь проснулся. Экипаж насторожился, ведь он мог запаниковать и повредить клетку. Однако Умка вел себя спокойно. Несмотря на страх, он не проявлял агрессии, лишь осторожно оглядывался по сторонам. Полет прошел успешно. После приземления клетку открыли. Медведь на мгновение остановился, словно не веря, что снова оказался в знакомой среде, а затем выбежал на свободу и исчез среди льдов. Так Умка благополучно вернулся домой, а его история еще долго оставалась в памяти людей, как пример того, как человек и дикая природа могут помочь друг другу.